Здравствуйте, друзья! Почему исчезают мужчины? Виновато женское воспитание. Автор статьи В. Базарный. Образ воина-защитника – основа воспитания у мальчиков мужского характера и силы духа. Почему на наших глазах угасает мужской характер у юношей, молодых мужчин? Но кто из родителей, учителей, представителей власти хотя бы раз по-настоящему задумывался, а так ли мы, собственно говоря, воспитываем наших мальчиков? Кто обратился к мудрости прошлых поколений и сравнил, как воспитывали мальчиков в народно-воспитательных культурах и как воспитываем их сегодня мы? Сейчас распространен лукавый мыслештамп. Мы живем в другое время, но не на сиюминутных инновациях, а на вечных законах очеловечивания каждого пришедшего в этот мир дитя человеческого должна воссоздаваться мужская личность и мужской характер у мальчиков, женская личность и женский характер у девочек. Причем, если у девочек изначально все же доминирует женское начало, то у мальчиков такой предопределенности нет. Все дело в том, что девочка рождается с двойной женской X-хромосомой, а мальчики рождаются с одной мужской Y-хромосомой и с одной женской X-хромосомой. Следовательно, мальчики рождаются по генетическим признакам полуженщиной, полумужчиной. И великие бедствия уже не раз падали на голову того народа, который отказывался от долгого и трудоемкого процесса формирования мальчиков по законам омужествления. Вот почему, чтобы стать настоящим мужчиной, мальчик должен был победить в себе все гормональные женские начала и родиться второй раз в мужестве. И не просто в мужестве внешнем, имиджевом, а в гормональном, а отсюда в гормонально-генетическом. И не случайно, только у мужественных мальчиков однажды наступает полноценная мутация голоса. У женственных же юношей мутация голоса всегда незавершенная, всегда неполноценная. И таких юношей мы сегодня видим вокруг себя сполна. У девочек, развивающихся сообразно своей женской природе, такой мутации нет и не должно быть. Вот почему мальчики и девочки – два разных гормонально-генетических мира, которым необходимы совершенно разные стратегии воспитания, очеловечивания. И неудивительно ли, что не сейчас, а в древности народы всегда особое внимание уделяли формированию из мальчиков мужественных духом юношей. И не для этого они создавали приемы народных культур, с помощью которых мальчики преодолевали и побеждали в себе первичную полуженскую природу. И это достигалось только борьбой и победой над инстинктом страха. Только так куется сила духа, побеждающая силу страха. Сила, благодаря которой мальчики воплощаются в мужественных юношей и настоящих мужчин. Заметим, девочек избавляет от страха только чувство защищенности и любви со стороны мужественного юноши-мужчины. Удивительно, но даже сама природа мальчиков изначально устремлена к испытаниям, побеждающим страх. Особое место здесь занимают военные игры, состязания. Вот почему в естественных условиях мальчики группируются и играют только с мальчиками, а девочки только с девочками. Но в кого превратятся наши мальчики и кем они вырастут, если изначально на этапе полуженственной природы, на этапе наивысшей чувствительности и способности к воплощениям и перевоплощениям, их растворить среди более старшеньких по духовному и генетическому возрасту девочек? Речь идет о смешении мальчиков и девочек по календарному возрасту в детских, дошкольных, а затем и в школьных учреждениях. В кого в этих условиях воплотятся наши мальчики? Если у девочек качественно иные пристрастия, игры, интересы, фантазии, воображения. У них доминируют неуверенность и страхи. Девочки обязательно навяжут мальчикам свои сугубо девичьи игры, ценности и пристрастия, то есть базовые черты характера. В кого превратятся наши мальчики, если они окажутся под женским, корректирующим их поведение контролем? Быть таким же послушным, прилежными паиньками, как и девочки. Если жизнь взрослеющих мальчиков превратить в сплошную эстафету передачи из одних женских рук в другие, если основным алгоритмом женского воспитания является внушение мальчикам страха упасть, ушибиться, что-то повредить, порезаться, оступиться, чихнуть, кашлянуть, получить двойку. И так до бесконечности. Хотим мы того или нет, но мы собственными руками с рождения и до выпуска из школы погрузили наших мальчиков в женские тревожность, беспокойство, страхи, в женские представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, в женское приспособление к складывающимся условиям жизни, в женское стремление ухода от опасности, ухода к вечной защищенности и так далее. А в итоге мальчики оказались сотворены по женским эмоциональным лекалам, по женскому образу и подобию. И если для воспитания девочек это их норма, то для воспитания мальчиков это фундаментальный слом их мужской природы. Последствия такого слома оказались трагическими для общества и для будущих семей. Трагическими и непреодолимыми оказались возвращенные женскими руками психокомплексы женоподобных юношей-мужчин. Юристы, психологи знают, практически всех альфонсов, педерастов, наркоманов, серийных сексуальных маньяков-убийц, педофилов и прочих вырожденцев объединяет главное – инфантильность в мужском духе, неспособность брать на себя ответственность, женственность мироощущения. Я, как врач, утверждаю,
Нарастающая эпидемия людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией – это не их прихоть, это не их распущенность, это наша общая беда, это закономерные последствия чуждого природе мальчиков и девочек воспитания и образования. Целиком и полностью я лично поддерживаю эту статью. Мальчиков должны воспитывать отцы. Если ребенка мужского пола воспитывает мама, в неполноценной, например, семье, то мальчик вырастет не мужчиной, а вот таким полудевочкой, полумальчиком. Дорогие мамы, берегите своих мужей и чаще доверяйте им воспитывать своих сыновей. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.